Вот вижу я новую Альфу, сажусь за руль, особенно здесь, в Италии, в Балокко, и душа поет. О чем поет? Ну, например, «Либьямо, либьямо, мелитикали, чичелла белеца». А вот увидел бы новую Альфу в Москве, ну или, скажем, на Дмитровском автополигоне, душа бы тоже запела, я бы тоже улыбнулся, но песенка была какой-нибудь другой, например, «По дороге разочарований». Но так бездарно, простите меня, просрать наш рынок, если, кажется, в 2007 году было продано около 800 Альф всего, то в прошлом, 2015 году, всего-то 44 автомобиля. Естественно, наши валят на итальянцев, что, мол, те раздолбая итальянцы говорят, что мы не умеем продавать машины. И вот, Альфа Джулия. Альфа Джулия, это вам не какая-нибудь вертихвост Джульетта. Хотя именно Джулия-то очень гораздо повертеть хвостом. Смотрите, Джулия, в отличие от всех предыдущих Альф этого сегмента, ну, это то, что на памяти, точнее, то, на чем я немало поездил, это Альфа 155, такая угловатенькая, но очень стильная. Это Альфа 156, обалденно сексуальная, которая вскружила голову в свое время, это был 98-й год. Чуть ли не всем журналистам, которые входят в жюри по выбору автомобиля года, и стала таки автомобилем года. Затем была Альфа 159. Ну, такая получила легкую ограночку, и как-то на рынке не пошла ее выпуск. Прекратили 3 года назад. И вот Альфа Джулия. Так смотрите, именно для Джулии решили перейти с переднего привода, ну, в базе с переднего привода, потому что там раньше были полноприводные версии, Q4 они назывались. Так вот сейчас специально для Джулии, с нуля, не то, что взяли какую-то платформу имеющуюся, а с нуля разработали новую заднеприводную платформу, потратив колоссальные деньги, хотя их хронически не хватает и у Фиата, и уж тем более у Альфа, и решив, что это поднимет в очередной 500-й раз имидж Альфы. Ну, по-моему, это игра ва-банк, потратить такие деньги только на то, чтобы был задний привод. Тем более сейчас, когда молодому, новому поколению водителей, мне кажется, по большому счету, все более безразлично, какой тут привод. Двигатель здесь вот на машине, которая называется, эта версия называется Quadrifoglio. Это новая шестерка, полностью алюминиевая. Говорят, что она сделана в сотрудничестве с Ferrari, что это такой уменьшенный мотор V8 от 488 машины, я имею в виду Ferrari. Так вот, мощность у него 510 лошадиных сил. Коробка здесь, как вы видите, у меня механическая. Есть еще 8-ступенчатый автомат ZF. Вот, дальше углепластиковый карданный вал. И затем хитрый дифференциал системы торг-векторинг с 2 сцеплениями по бокам, которые в зависимости от ситуации, в том числе такой вот, перераспределяют крутящий момент между левым и правым задним колесом. Пусть вас не вводит в заблуждение то, что версия называется Quadrifoglio, потому что можно подумать с непривычки, что это означает полный привод. Нет, полный привод появится чуть попозже, но только не на этой версии. А Quadrifoglio означает листик клевера, 4-листник. Под это дело есть даже легенда, там в 23-м году кто-то из гонщиков вышел на полянку, сорвал этот листик, потом победил, ну и с тех пор вот этот вот листик как бы стал символом таких гоночных машин, ну или в данном случае гоночных или самых боевых версий, но что-то типа буковки М у BMW или AMG у Мерседеса. Но переведем вот эту вот крутилочку, они ее называют DNA, но по-русски говоря это ДНК, да, все на свою боевую спортивную
генетику, намекают из режима рейс. До этого мы ездили в режиме рейс. Это когда все переводится в боевое состояние, а системы стабилизации полностью отключаются. Причем она не начинает работать даже когда тебе становится страшно, но в скольжении, и ты нажимаешь на тормоз. Так вот, я думаю, уже хватит. Пока предлагаются машины, по сути дела, с двумя моторами. Вот этот вот бешеный 510-сильный и еще дизель. Ну, правда, в двух вариантах форсировки. Один на 150 лошадиных сил, другой 180 лошадиных сил. И вскоре появится еще бензиновый двухлитровый мотор, если я не ошибаюсь, около 200 лошадиных сил. Все, как я сказал, пока что в заднеприводных версиях, а затем появятся и полноприводных. Все, заезжаем, и мы сменим машинку. Скорее всего, дальше мы продолжим нашу поездку на дизеле. Так, это тоже красная Альфа, но я специально выбирал именно красные Альфы. Я думаю, вы понимаете почему. 180 сил, то есть это самая мощная пока из предлагаемых дизельных машин. Передаточное отношение рулевого механизма здесь 11,8. Я поясню, что значит передаточное отношение. Оно показывает, во сколько раз меньше угол, на который поворачиваются передние колеса, того угла, на который мы отклоняем руль. Они сказали, что это рекордное передаточное отношение, рекордно короткое, хотя я вот на стояночке прикинул, руль от упора до упора делает 2 оборота с четвертью, ну, примерно так. И мне показалось, что даже 156-я Альфа, о которой вот я уже упоминал, там было 2, может быть, 2 совсем с небольшим оборотом. Вот они, извилистые итальянские дорожки. Как же здорово и как хороша на них Альфа. Ну, что касается пользовательской электроники, конечно же, желая конкурировать с Мерседесом, с Audi, с BMW, все эти современные системы предупреждения о малой дистанции, о появлении какого-то препятствия в опасных зонах, превентивного торможения. Вы знаете, по-моему, Альфа-Ромео не те автомобили, на примере которых стоило бы рассказывать о достижениях современной автомобильной электроники. Причем, похоже, к этому точно так же относятся и сами конструкторы. Не подскажете объем багажника в литрах? Я-то думал, он сейчас метнется, будет смотреть эту цифру. А он так многозначительно посмотрел на меня, с оттенком сожаления, типа: «Майкл, неужели тебя и впрямь интересует объем багажника?» Белла Маккина! Какая красивая машина. Альфа-Ромео, она ведь не про это, она не про запас пространства на заднем сиденье, не про объем багажника. Альфа-Ромео про Италию. Уж сколько раз казалось, что все, баста! Нет, каким-то образом каждый раз выживают. Какие-то появляются новые сделки. Вот, пожалуйста, объединение с Крайслером, и жизнь продолжается. Иногда мне кажется, что это Всевышний так вот заботится об Италии. Может быть, благодарит ее за то, что Италия приютила наместника, папу римского. Наверное, Италия, как никакая другая страна, позволяет надеяться на то, что известная фраза «красота спасет мир» все-таки не лишена оснований. Ну, спасибо Альфе, которая тоже помогает в это верить.